Еврейская народная сказка. История о хитром раввине. Жил один старый раввин. Однажды главы общины захотели преподнести ему хороший подарок. Думали, что подарить, и, наконец, надумали. Больше всего на свете раввин любил вино. Поэтому решили поставить у дома раввина бочку, и чтобы 50 самых именитых прихожан влили в бочку по 2 бутылки вина. Получится 100 бутылок вина лучшего качества, которое надолго будет усладой раввину. Так и сделали. Каждый принес свои бутылки и, благословив раввина, торжественно влил вино в бочку. Когда бочка наполнилась, раввин велел раввинше принести кубок, нацедил вина из бочки, залпом осушил кубок до дна, вытер губы, плюнул и сказал: «Фе!» В бочке было не вино, а обыкновенная речная вода. Каждый из прихожан решил про себя, что все принесут отборное вино. Зачем же ему тратиться? Среди 98 бутылок вина его 2 бутылки воды будут незаметны. Так решили про себя все 50 именитых прихожан. И все как один принесли по 2 бутылки воды. Подумал раввин, как тут быть? Как сделать, чтобы не только получить свои 100 бутылок вина, но даже вдвое больше? Пришел он в субботу в синагогу, поднялся на биму и поблагодарил всех, кто принес ему хорошее вино. А закончил раввин свою речь такими словами: «Должен вам, однако, сказать, дорогие прихожане, что среди жертвователей оказался один нечестный человек, принесший вместо 2 бутылок вина 2 бутылки воды. Этот человек мне известен, и я мог бы сейчас опозорить его, придав его имя огласке. Но я подумал, не лучше ли дать ему возможность загладить свое вину. Я предлагаю ему ночью принести и поставить у дверей моего дома 4 бутылки лучшего вина. Только в этом случае я не оглашу его имени». На следующее утро раввин послал раввиншу подсчитать, сколько бутылок вина поставили за ночь у его дверей. Там оказалось, как и предполагал раввин, 200 бутылок.